Здравствуйте, друзья! Сегодня я подготовил для вас очередную шикарную подборку новых фильмов 2020 года. Как всегда, топ получился весьма разнообразен и интересен, каждый найдет для себя подходящее кино. Ну и перед тем как начать, напоминаю, чтобы вы не забывали подписываться на мой канал с киноиндустрией, вы всегда будете в курсе последних новинок мира кино. Погнали! Начнем, конечно же, с мощного военно-исторического боевика Greyhound. Согласно сюжету, после вступления США во Вторую мировую войну, из Америки к берегам Великобритании отправляется конвой из нескольких десятков торговых судов, во главе которого стоит опытный морской офицер Эрнест Краузе. Находясь на борту эсминца ВМС США Greyhound, он должен обеспечить безопасное прохождение конвоя через Атлантический океан, где торговые суда уже поджидают немецкие подводные лодки, именуемые Волчьей стаей. Экранизация одноименного комикса, свежий проект от студии Netflix «Бессмертная гвардия». В центре сюжета окажется секретная группа бессмертных наемников из разных эпох, которые веками защищали людей от различных опасностей. Однажды они отправляются на срочную миссию, в результате которой становится ясно, что секрет о их бессмертии раскрыт, и теперь на них ведется самая настоящая охота. Более того, в это не самое подходящее время появляется еще одна бессмертная, спутавшая карты и тем, и другим. Согласитесь, фильмы по типу «Дитя робота», «Из машины», «Тау» и прочие – это уже как отдельный жанр современного кино. И вот к вышеперечисленным картинам присоединяется еще одна – «Мой создатель». Недалекое будущее. Молодой ученый Джордж Альмор в секретной лаборатории работает над искусственным интеллектом, а также конструирует специального робота, намереваясь пересадить в него сознание своей погибшей жены. Однажды, когда связь с лабораторией пропадает, руководство корпорации отправляет туда группу зачистки. Они идут за нами. Скажи мне правду. Я во всем виноват. Что им нужно? Им нужна ты. Основанный на реальных событиях военный боевик «Форпост» расскажет о том, как в 2006 году в Северном Афганистане армия США установила несколько блокпостов, чтобы препятствовать контрабанде оружия и перемещению боевиков движения «Талибан» из Пакистана. Один из форпостов, Китинг, был окружен горами и располагался в крайне невыгодной позиции. И вот 3 октября 2009 американским военным пришлось вступить в неравный бой с превосходящими силами талибов, желающих сравнять форпост с землей. Они идут. Сколько? Очень много. Мы должны отбить лагерь. Нам нельзя отступать. Ты не умрешь! Мы братья. Неожиданно шикарная комедийная мелодрама с отличным юмором и красивыми песнями. Евровидение. История огненной саги. Согласно сюжету, еще с детства Ларс и Сигрид мечтали когда-нибудь выступить на Евровидении. Они создали дуэт «Огненная сага», однако так и не добились значимых успехов. Но однажды удача улыбается исполнителям. Из-за рокового стечения обстоятельств Ларс и Сигрид оказываются единственными, кого Исландия может отправить на конкурс в текущем году. Смогут ли они оправдать ожидания? Вся Исландия будет над нами смеяться. Это неправда. Отец правда меня стыдится. Это не так. Он взглянул мне прямо в глаза и сказал: «Сын, мне за тебя стыдно». Может, он был пьян? Он сказал: «Ты можешь думать, что я пьян, но я как стеклышко». Весьма необычная кинолента, связывающая военную тематику и фильмы ужасов «Призраки войны», поведает о том, как в последние месяцы Второй мировой войны 5 американских солдат получают задание сменить дежурных в одном из французских поместий, где ранее располагалось нацистское командование. Поместье роскошное, однако прошлый отряд как будто бежит оттуда. Оказывается, все дело в том, что в доме обитает сверхъестественный враг, намного страшнее того, что они встречали на полях сражений.
Тема временной петли, завернутая в обертку комедии с элементами черного юмора – Palm Springs. По сюжету, на одной летней свадьбе знакомая сестры невесты Сара и парень подружки невесты Найлз решают уединиться в пустыне, где на них внезапно нападает незнакомец с луком. А на следующее утро девушка просыпается и неожиданно понимает, что попала в тот же самый день. Найлзу предстоит объяснить Саре, как жить в повторяющейся реальности, а также скрываться от Роя, который устроил на него охоту. Класс. Беги, кролик, беги! Какого Неплохой, сугубо американский криминальный боевик для любителей этого жанра – «Киллер». Поведает о мошеннике по имени Мо Даймонд, у которого был отлично налаженный бизнес по отмыванию преступных денег, пока его друг не предложил провести сделку с наркоторговцами, во время которой все, разумеется, идет не по плану. Спасаясь от преследования, ребята попадают в аварию, в результате чего Мо теряет память. Пока он пытается все вспомнить, за ними охотятся опасные преступники и продажные полицейские. А это не растормошит твою память? Я наркодилер? Нет, ты ювелир и отмыватель денег. И, кстати, мой дядя может решить, что проще убить нас самому, чем разгребать этот бардак. Забавная, легкая итальянская комедия «7 часов на соблазнение» расскажет о Джулио Манфредди, успешном журналисте, который в последний момент вынужден отменить свадьбу, уличив невесту в измене со своим боссом. Одновременно потеряв и любимую девушку, и работу, главный герой устраивается в мужской онлайн-журнал, и дабы лучше изучить тему, он записывается на тренинг Валерии, которая ведет курсы по соблазнению девушек. Желая вновь сойтись с бывшей, Джулио начинает применять ее советы на практике. Зачем ты добавляешь все эти смайлики? Просто так? Что значит просто так? Что они означают? Ничего. Ничего? Соблазнение. Так нечестно, я умираю от любопытства. Все, молодец, достаточно. Еще один сугубо американский криминальный триллер, небольшой городок, исчезновение детей, в общем, все как обычно, бесшумный. По сюжету, бывший охотник Рейберн Свонсон, чья единственная дочь была похищена 5 лет назад, решает начать помогать животным и открывает природный заповедник. И вот однажды мужчина становится свидетелем настоящей охоты на людей и решает спасти беглянку. Он отправляется в рискованную погоню, надеясь успеть добраться до девушки раньше предполагаемого убийцы. Необычный гость у нас в топе, друзья. Это короткометражный фильм в стиле 80-х. Дико артхаусный, непонятный, но с потрясающим визуалом и музыкой. «Кровь машин». Сюжет поведает, если это, конечно, можно назвать сюжетом, как, спасаясь от космических наемников, небольшое судно с искусственным интеллектом терпит крушение на неисследованной планете. Его тут же обнаруживают женщины загадочного племени, но излечить умирающий корабль им не дает команда преследователей. Дальше ничего не понятно, но очень интересно. Основанный на реальных событиях фильм Outback поведает о молодой паре, которая заблудилась в австралийской глуши и была вынуждена бороться за выживание. Уэйд и Лиза отправились в отпуск, рассчитывая провести каникулы на пляже, однако сбились с пути и заблудились. Когда их GPS перестает работать, пара бросает машину и отправляется пешком к ближайшему холму, чтобы попробовать сориентироваться на местности. Но оба оказались не готовы к тем опасностям, что подстерегают человека в пустыне. Противоречивый триллер, освещающий тему сект. Девушка с первой квартиры расскажет о девушке по имени Сара, которая покидает родителей и перебирается жить в Лос-Анджелес, где подыскивает себе комфортное и недорогое жилье. Благо, дружелюбные соседи помогают влиться в новый коллектив. Вроде бы обустроившись, девушка каждую ночь не может уснуть из-за странного шума за стеной и хочет разобраться в его происхождении, чем навлекает на себя беду со стороны жильцов, скрывающих страшную тайну.
Ну что ж, а теперь пройдемся по азиатской рубрике, и первая в нашем списке – картина под названием «Шкаф». Согласно сюжету, через полгода после смерти жены, Сан Вон решает вместе с дочкой переехать в новый дом. На новом месте девочка заметно оживает, однако вскоре из-за постоянной занятости отца они ругаются, после чего девочка исчезает. Поиски и привлечение полиции не дают результатов, тогда к Сан Вону заявляется специалист по потустороннему, уверяющий, что девочку забрал шкаф в ее комнате. Весьма неплохой малазийский боевик, достойная попытка скопировать знаменитый рейд «Возмездие». По сюжету бывший военный по имени Хасан возвращается в родной город. Его встречают как легенду, ведь тот заслужил репутацию непобедимого боксера. Он хочет забрать с этого гиблого места свою семью, однако отец нашего героя работает на Раджу, местного наркобарона, имеющего полный контроль над всеми, и он не собирается того отпускать. Когда любые попытки договориться заходят в тупик, Хасан берется за грубую силу. Очень китайская фэнтези, несомненно, зайдет любителям этого жанра – «Нефритовая династия». Согласно сюжету, после резни в деревне и смерти родителей, юный Джан Саофань становится учеником магической школы небожителей. Не имея никаких навыков, парень был изгоем, однако лишь до тех пор, пока случайным образом не заполучил могущественный артефакт. Узнав об этом, демонические сущности решают похитить его, и готовящийся турнир среди небесных школ – отличный повод для того, чтобы начать действовать. Южная Корея, как всегда, показывает уровень в жанре криминальный боевик. На сей раз это картина «Время охоты». Недалекое будущее, Южная Корея переживает дефолт. Сбережения обесценились, на улицах забастовки и нищета. Выйдя из тюрьмы после 3-летней отсидки, Чун Сок мечтает убраться подальше от этого застоя и уехать жить на Тайвань. Чтобы раздобыть денег, герой вместе с друзьями планирует ограбить подпольное казино. Героям удается провернуть задуманное, но сбежать из города оказывается не так-то просто. Простая, добрая, местами забавная семейная лента «Секретный зоопарк» расскажет о стажере по имени Тхэ Су, который мечтает когда-нибудь стать адвокатом. Однажды ему поручают удержать на плаву обанкротившийся зоопарк, пока фирма подыскивает подходящих покупателей. Проблема в том, что всех животных продали, а герою нужно создать видимость активной деятельности. И тогда Тхэ приходит в голову гениальная идея. Он решает переодеть в животных оставшихся сотрудников. Сработает ли афера? Еще одно неплохое китайское фэнтези «Тысяча лиц Дуньцзя» поведает об обычном городском страже, который жил спокойной жизнью, пока не происходит череда немыслимых событий. Сперва его отца подставляют, а позже на него самого нападают демоны. Живого, но покалеченного парня забирает к себе туманная секта, после чего тот напрашивается к ним в ученики. Вскоре наш герой становится превосходным мастером, и теперь перед ним возникает ответственность за безопасность населения практически всей Земли. Ну и еще несколько фильмов неплохих, но в то же время не сумевших пробиться в основной топ. «Близость». После похищения инопланетянами молодой ученый отправляется в опасный путь, чтобы получить ответы. «Штормовой мальчик». История мальчика по прозвищу Штормовик и осиротевшего пеликана мистера Персиваля. «Тролли. Мировой тур». По сюжету над миром троллей нависает угроза, неудержимая королева Рокс планирует уничтожить все, чтобы миром правил Хард-Рок. «Гундала». Индонезийский супергеройский фильм, рассказывающий о человеке, который в результате удара молнии получил сверхспособности. «Карьер».
По сюжету мужчина скрывается от полиции и для этого прикидывается пастором в небольшом американском городке. Наследие костей. Продолжение фильма «Невидимый страж», где инспектор Амая Салазар возвращается в долину Бастан ради нового дела. Агент Лев. Легкая французская комедия про спецагентов. Ну что ж, друзья, надеюсь, вам понравилось видео. Ставьте лайки, подписывайтесь, будем вместе изучать удивительный мир кино. Всего доброго!